Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Тот факт, что Чонгук и Тэхён держались за руки и пели в этот момент «Протяни мне свою руку, спаси меня, подари мне свою любовь, пока я не упал». Девятое место. То, как Чонгук не хочется отпускать ногу Тэхёна. Восьмое место. Совпадение или нет? На фотографии, которую Тэхён показал в Инстаграм, правильный ракурс. Интересные подробности выплывают в номере 3 спальных места. Моя эмоциональная сторона была бы рада видеть Тэхёна, но моя логическая сторона надеется, что это не так, потому что я знаю, что некоторые люди попытаются изобразить все таким образом, чтобы принизить его и его связь с Чонгуком. Я доволен фотографиями, которые нам Тэхён показал, давая понять, что он был там. Но если он тоже будет участвовать в шоу, я буду уважать это. Ветрозащитные зимние лыжные очки отражают и открывают все, что вас окружает. Эти очки раскрыли и полностью разрушили наивный миф о так называемом частном свадебном путешествии. Десять месяцев назад Тэхён пожелал нам хорошего дня, как прошел твой. У меня все прошло замечательно. Помни, всему свое время, и это время расставляет все по своим местам. Итак, что мы имеем? В тизере шоу использована вилла Андо 116, 6 Хансон Ро, Чеджуда, номер с 3 спальными местами, 3 полотенцами и 3 банными халатами. Даже соседи сломали голову, не знают, что и думать, пока еще не пришли к единому мнению. Продавцы аниме, манги, магическая битва в своей рекламе в Инстаграм использовали коллаж с участием Чонгука и Тэхёна, они действительно ассоциируют их с Гаджо и Гетто. Седьмое место. Я никогда не видел этот момент с такого ракурса, а улыбка Чонгука такая нежная для Тэхёна. Вы только посмотрите на Чонгука. Каждая клеточка его тела выдает невообразимые чувства. Каждое движение громче любых слов говорит: «Я отдал тебе свое сердце, бери мою душу». Как же божественно и по-настоящему это выглядит. А мое сердце остановилось и дыхание прервалось.
Шестое место. Поведение пары. Это буквально иллюстрация К, а ты пахнешь, как 10 часов беспрерывного сна. Обожаю этот момент. Тэхён сказал: «Чангук, посмотри на меня». То, как Чангук тут же повернулся, чтобы посмотреть на Тэхёна. 정국아, 나 봐봐. 나 봐봐. Пятое место. Если колени возлюбленного свободны, почему не присесть? Четвертое место. Забота. Он так влюблен, что он забыл, что находится в Белом доме, и чуть не начал ему аплодировать. Красноречивее и не придумаешь. Ну вот куда еще откровение? Не вырезав эти слова, сценаристы держали в уме другой посыл, но тут же ясно как божий день. Они прекрасно проводят время, а Чангук на горнолыжном курорте сидит задумчиво и скучает за другими участниками, забыв тот факт, что он с одним из них. Но мы-то понимаем, за кем он на горнолыжном курорте, сидя в снегу, задумчиво скучает. Третье место. Новости. У меня ощущение, что когда Чангук на сноуборде ездил кататься с Тэхёном и Вуга, он мало времени уделял самому сноуборду и много Тэхёну. Новые фото из шоу. Та самая пара миллионеров, которая редко показывается на публике, но всегда производит фурор. Фанат написал: «Я считаю, что жалобы на выставку Тэхёна в Лос-Анджелесе справедливы. Я посетила выставку в первый день, в последний раз посетив ее в 19 часов 30 минут. Я уже обсуждала свои разочарования по этому поводу с мужем и несколькими друзьями. Я просто хотела насладиться впечатлениями. Я была искренне очарована неземной красотой Тэхёна и поделилась фотографиями с выставки, не раскрывая недостатков и не упоминая о проблемах, с которыми столкнулась. Место проведения выставки небольшое, его трудно найти, и оно не такое грандиозное, как другие выставки в других странах. Чтобы продолжить знакомство, дружелюбная сотрудница помогла мне сфотографировать меня на улице. Однако позже она сообщила мне, что в соответствии с инструкциями Hype фотографировать или снимать видео внутри запрещено. Она потратила время на то, чтобы объяснить некоторые аспекты выставки, такие как зеркало и фотография, сделанная полароидом. Большинство из нас сделали фотографии, несмотря на то, что нам советовали этого не делать. В конце концов, мы купили дорогие товары, так что фотографирование казалось нам справедливой компенсацией. Я надеялся, что выставка Тэхёна улучшится, но, к сожалению, этого не произошло.
Похоже, хайп не заинтересован в том, чтобы Тэхён прочно обосновался на американском рынке и продолжает саботировать его. Они, похоже, подрывают все проекты Тэхёна и кажутся безразличными, пока извлекают выгоду из популярности Тэхёна. Я с нетерпением жду моего следующего визита 15 августа со своим другом. Надеюсь, будут внесены существенные улучшения. Вот короткое, неотредактированное 8-секундное видео, которое я снял на выставке, только с одной стороны. Почему я вижу это впервые? Нисколько не изменился. Кто зайку потерял? Член национальной сборной Южной Кореи по дзюдо Хо Миме, завоевавшая серебряную медаль в соревнованиях по дзюдо среди женщин на Олимпийских играх 2024 года в Париже, упомянула Тэхёна, свою любимую знаменитость. «Я бы хотел когда-нибудь встретиться с Тэхёном, но мне интересно, смогу ли я встретиться с ним, потому что я серебряный призер, а не золотой. Золото или серебро не имеет значения, конечно же, Тэхён уже гордится тобой». Мы покричим о том, какие они совсем малыши. У Чонгука спросили: «Ты из BTS?» Чонгук ответил: «Может быть». «Да». Знаете, я тут подумал, и какой ответ можно ожидать от человека, который сказал: «Я собирался тихонько посмотреть Коачеллу, но меня тут же узнали». «Как вы узнали?» «Я же подстриг челку». Типа, бро, ты буквально участник одной из самых популярных групп на земном шарике. Но, конечно, если ты скажешь, что ты, может быть, из BTS, никто ничего не поймет, и если ты подстрижешь челку, то фанаты, которые узнают вас по затылку, когда вы все брюнеты, ни за что тебя не узнают. Он такой милый. Это милая привычка Чонгука нюхать еду перед едой. Обновление японского фан-клуба Snack Time S2 с Чонгуком. Привет, это Чонгук из GK Studio. К сожалению, это последний эпизод. Сегодня я подготовил художественный эксперимент. У меня есть 2 бутылки своего любимого молока. Вы любите молоко? Я да. Пожалуйста, пейте его побольше. Я собираюсь провести эксперимент с использованием молока. У меня еще есть чернила, поднос и средства для мытья посуды. Но ничего не происходит, если смешать молоко и чернила. А вот если добавить средства для мытья посуды, грядут большие перемены. Мне очень любопытно. Сначала нужно добавить молоко. Какого цвета чернила выбрать? Их 6 всего. Ах, какая трата. Но для загадочного эксперимента я щедро все использую. 2 бутылки – идеальное количество. Теперь добавлю чернила. В центр белый, хоть не думаю, что их будет видно. Да, не видно. Теперь розовый. Постараюсь сделать в форме сердца. Выглядит хорошо, как будто клубничное варенье.
Рядом синее. Это правильно? Еще добавлю оранжевый, как украшение. И желтый. Интересно, что же получится? Можно ли сейчас добавить вату с моющим средством? Сделаю это вот тут, внизу. Ах, сердце теперь разбито. Это странно. Вот так это происходит, вам видно. Мне удалось сделать стильный узор из молока. Такой узор часто можно увидеть на одежде и в произведениях искусства. Это легко приготовить дома, если у вас есть ингредиенты. Я могу дать название этому явлению – молочный мрамор. По-видимому, это можно сделать, покрыв жирные компоненты молока моющим средством. Они соединяются, отделяя воду. Армия, попробуйте сделать это, когда у вас будет время. Эпизод подошел к концу. Еще увидимся. До скорой встречи. Пока. Когда Чангук копирует Тэхёна, это супер мило. Чангук и Тэхён 8 лет назад. Люблю, не могу. Брайан Пуспос надеется на работу с Чангуком в 2025 году. В недавнем видео, опубликованном на YouTube-канале Steezy Studio, где представлены онлайн-уроки танцев, танцор и хореограф Брайан Пуспос, друг Чангука, присоединился к ведущему Клею Бунтанакиту для танцевального разбора Seven. Фрагмент видео вызвал волнение среди фанатов, когда Брайана попросили передать сообщение Чангуку. Он ответил: «С нетерпением жду встречи с тобой в следующем 2025 году. Мы сделаем это блестяще». Брайан был частью танцевальной команды Чангука для его сольных проектов. Поклонники выразили свою радость по поводу потенциального возвращения команды, работавшей над сольным дебютным альбомом артиста. Видео исследует детали танцевальной практики Seven и охватывает различные аспекты, такие как непринужденные движения Чангука в кожаных штанах и грубых ботинках, и его плавное обращение с ожерельем, которое зацепилось во время выступления. Брайан также подчеркивает доброту айдола, отмечая, как он был внимателен ко всем присутствующим. Он сказал, он признает каждого в комнате. Он следит за тем, чтобы этого человека видели. Во время обсуждения Брайан пошутил, что нынешние результаты Чангука впечатляют, отметив, что он работает только на 3-й передаче. Он ожидал, что когда он достигнет 5-й передачи, это подтолкнет всех повысить свои результаты. В 2009 году Чангук и Чимин станцевали хореографию, поставленную Брайаном Пуспосом. В закулисном сегменте для Seven артист также рассказал, что Брайан был его любимым танцором со времен трейни. Кроме того, в первую годовщину выхода Seven Брайан поблагодарил Чангука за то, что этот трек оказал на его жизнь глубокое влияние. Тэхён позволяет своему Чангуку делать все, что он хочет, просто потому, что любит.
Мари Клэр Каррио включили Rainy Days в плейлист сезона дождей в своей последней статье. Персональная выставка Чангука Golden The Moments занимает первое место в рейтинге ежедневных и еженедельных выставок и мероприятий Интерпарк. Все билеты с 30 августа по 2 сентября распроданы. Ты мой дом. Дом, в котором я могу дышать. Дом, в котором сердце трепетает лишь от твоего взгляда. Дом, в котором я чувствую уют и спокойствие. Чангук из BTS возглавил Конла 2024 даже без участия. Воистину кумир идолов. Даже будучи в армии, песни и танцы Чангука исполняются другими айдолами на фестивалях и концертах. Фанаты часто называют Золотого Макне идолом идолов, и ничто не доказывает этого лучше, чем то, сколько артистов выбрали кавер на песни Чангука в первые 2 дня мероприятия. Наиболее заметной была младшая группа Туз из Hype, участники которой Шинью, Дахун и Джихун выступили с полномасштабным выступлением Чангука, возглавившего чарт 3D. Ни для кого не секрет, что Туз являются ярыми сторонниками своих Санбэним. Коллега по группе Кёнгмин недавно признался, что Never Let Go – песня, которой он восхищается больше всего, ранее упомянув, как он был счастлив, когда, наконец, познакомился с самим Чангуком. Поэтому неудивительно, что группа «Новичок» выложилась по полной ради специальной сцены во второй день Кон, а присутствующие сочли выступление судьбоносным. Но Туз были не единственной группой, привлекшей внимание Чангука в эти выходные. Не один, а 2 участника Zero Bosane также записали танцевальные каверы на треки Чангука для Drop the Dance Connecting Stage группы Конла. Ганвук, например, продемонстрировал свои невероятные навыки в исполнении песни «Standing Next to You». На данный момент Ганвук в некотором роде специалист по каверам на Чангука, ранее неоднократно танцевавший под его треки. Вместе с ним Дживун завершил выступление танцем под Seven. Во время их последнего выступления на Конла 2023 Zero Bosane танцевали под Seven в полном составе, и, похоже, Ирварм не покинули их плейлист по сей день. И если этого было недостаточно Чангук для толпы Кон, то Ини, японская мальчишеская группа, созданная на Produce 101 Japan, также были там, чтобы принести любовь Seven наряду с их каверами на Armageddon Aespa и Bite Me in Hip End. Подавляющее присутствие музыки Чангука на мероприятии в этом году заставило фанатов пошутить, что мероприятие Кей-поп превратилось в импровизированную золотую вечеринку для прослушивания. Многие также смеялись над огромным количеством коллег-айдолов, с которыми им придется побороться за места на сольных концертах после того, как Чангук закончит свою обязательную военную службу в июне следующего года. И если Конла 2024 был чем-то примечательным, фанатам лучше начать совершенствовать свои навыки продажи билетов. Любимый. Чангук и Джастин Бибер остаются единственными поп-соло-исполнителями, которые достигли высших позиций на стриминговых платформах и одновременно достигли полного доминирования в чартах Billboard.
Они являются единственными артистами в данном жанре, достигшими этого достижения. Второе место. Это так интимно. Чангук одной рукой расстегнул рубашку Тэхёна. Помните, когда фанат заметил, что Тэхён во время эфира был в футболке, которую подарили Чангуку фанаты? Когда Тэхён начал говорить, Чангук сразу перестал двигаться, до этого было видно, что ему скучно. Он начал смотреть прямо на лицо Тэхёна, всем телом показывая свое внимание, улыбаться, сосредоточенно слушая его. Он такой очевидный. Представьте парня, который смотрит на вас и улыбается, даже когда вы не смотрите, потому что он так сильно влюблен. Первое место. Это было так естественно, что никто находившихся здесь этого не заметил. Чангук был очень громким про Гавайи, а мы слишком слепы, чтобы понять намеки. Чангук и Тэхён с самого начала держались за руки на лестнице, а затем они продолжали так идти. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.